Привет, друзья! Мы с вами по-прежнему на Эпицентре. Меня зовут Рудбой, канал наш называется «Конклав», и мы имеем возможность побеседовать с ФНГ. Привет, как твои дела? Расскажи. Привет. Дела плохо, но что ж поделать, живем дальше. Слушай, у нас у всех бывают победы, поражения, да, давай не будем зацикливаться на этом моменте. Я уверен, что вы с ребятами сможете восстановиться и идти дальше. Все-таки такие моменты, они бывают. Расскажи с точки зрения зрителя, уже, наверное, немножко удалось побыть на турнире, как себя ощущаешь, вот именно не как игрок, а как зритель, если успел, конечно, перестроиться. Если честно, мы сюда приехали, у нас тут автограф-сессия, интервью, то есть пока как зритель я еще ничего не увидел, но как минимум могу сказать, количество людей, которые здесь, действительно впечатляют. То есть приятно видеть, что киберспорт в целом интересен, и молодежь интересуется киберспортом. Да и не только молодежь, уже много кто интересуется киберспортом на самом-то деле. И это очень приятно знать и видеть, потому что я неотъемлемая часть киберспорта в какой-то степени, поэтому действительно это хорошее чувство. Да, действительно, по поводу растущего интереса к киберспорту как раз хотелось поговорить. Давай так заглянем, может быть, немножко в будущее. Как видишь киберспорт, например, через 5 лет? Мне тяжело сказать, как я его хочу видеть, точнее, как я его вижу, я могу сказать, как бы я хотел его видеть. Давай попробуем так. Да, то есть мне бы хотелось, чтобы как минимум появилась хорошая система, то есть все знали, что будет там интернет, если говорить именно про доту. Если говорить в целом, то очень бы хотелось знать, что, например, та дисциплина имеет то количество турниров, там мейджор, там, не знаю, какие-то вот эту систему каждый раз видеть. То есть чтобы новый человек, он, например, заходил в любую дисциплину и получал информацию, что вот такая-то дисциплина, разработали те-то люди, такие-то турниры есть, вот это самый крупный турнир, на него все смотрят, съезжаются. И, вот это важно. То есть, нужна некая систематизация, я правильно тебя понимаю? То есть именно систематизация. Это то, чего сейчас не хватает киберспорту. Соответственно, когда появляется система, нужны люди, которые бы следили за этой системой. То есть это уже такой довольно-таки сложный вопрос, потому что если мы смотрим спорт, там есть, например, в футболе FIFA, и есть правительственная поддержка во многих странах. Так что, тут тяжело, но надеемся, что как-то это скоро... Да, как раз там, где какая-либо система возникает, появляется зачастую бюрократия. Да? Грозит ли это киберспорту, если, в частности, будет включен он в реестр официальных видов спорта, и каким-то образом правительство сможет влиять и регулировать это все дело? Начнем с того, что здесь, возможно, по крайней мере, я смотрю на это с другой стороны. Основная суть в том, что раз здесь зарабатываются деньги, то облагаются налогом. Раз облагаются налогом, то правительство рано или поздно заинтересуется в том плане, что это можно развить и получить больше денег, и, соответственно, доход для правительства. И, это такой банально простой вопрос. Соответственно, когда это обретет какой-то невероятно большой масштаб относительно призовых и всего-всего-всего, то, правительство не сможет сидеть в сторонке, если смотреть со стороны правительства. Если смотреть со стороны организации, то именно сами разработчики той же Dota CSGO поддерживают, Riot поддерживают Лигу Легенд, и мне сейчас прям трудно привести какие-то еще примеры, но это основные, которые, например, я знаю. То есть я уверен, что есть куча других кибердисциплин, но они не сильно выделяются на фоне Dota, LoL и CSGO. Окей, смотри, только, может быть, немножко шуточный вопрос. Если, допустим, вот завтра у нас появилась официальная организация, ассоциация киберспорта, назовем ее условно, кто из, может быть, игроков, кастеров, аналитиков больше всего подходил бы на роль, не знаю, министра или президента? Я не думаю, что кто-то именно из кастеров, аналитиков или этих людей подходил бы. В этом и суть. То есть эти люди, они выполняют работу кастера, аналитика или это. То есть есть люди, которые являются SEO неких организаций и прочих вещей. Соответственно, именно эти люди и будут становиться SEO вот этой вот ассоциации. Мне кажется, Смайл бы с тобой поспорил. Если говорить про Смайла, то меня бы уже тут как бы вывели быстренько и рассказали: Артем, ты неправильно отвечаешь, и мы бы перезаписывали. Но вообще да. Нет, у нас, конечно же, демократия, поэтому каждый имеет право на свое слово. А кто это стоит там? Смайл лучший человек. Окей, хорошо. Несколько вопросов о тебе конкретно. Что тебя больше всего мотивирует, вдохновляет не только в киберспорте, но и вообще по жизни? Да, на самом деле ничего, кроме чувства победы. То есть это самое
классная вещь, ради которой все игроки и играют. Это банальное чувство победы. А еще веселее, когда ты выиграешь людей, которые так же хотят выиграть, как ты, и поэтому начинается именно дикая конкуренция. Соревновательный дух главное. Да, то есть именно вот это чувство, когда ты чего-то достигаешь и кого-то становишься лучше, наверное, так сказать. Ну, нужно понимать еще, что почти все проигроки между собой в какой-то степени друзья, знакомые, и поэтому где-то, когда ты выигрываешь, есть какие-то подкалывания друг к другу, где-то, наоборот, за кого-то ты радуешься, то, что ты выиграл турнир, то есть, ну, как-то так. Понятно. Хорошо, скажи, пожалуйста, какая у тебя есть самая бесполезная способность или талант? Ну, я могу сказать, что я дико пунктуальный человек, но в киберспорте это настолько бесполезно. То есть я был во многих командах, я видел многих людей. То, что я прихожу заранее всех, это просто useless. Это реально это просто useless. То есть так оно есть. Ну, оно и по жизни на самом деле так, потому что люди. Зачастую. Да, то есть. Хорошо, если бы мог что-то убрать из нашей жизни, из нашего мира, материальное, нематериальное, что-то одно, что бы это было? Бульдог убрал бы Артизи. Ну ладно. Ну, как бы глупо это ни звучало, я бы убрал расстояние, то есть создал бы телепорт, если косвенно говорить, потому что летать надоело и хочется как-то там, не хочется зимы, полетел там куда-то, телепортировался, то есть как-то так. Окей. Хорошо. Что важнее в реальной жизни? XPM или GPM, золото в минуту или опыт в минуту? XPM. Почему? Потому что если у тебя больше XPM, то потенциально у тебя больше GPM. То есть прямая зависимость. Да. Но все ведет все-таки к ГПМу. Хола-хола, get the dollar. Нет! Ну, да. Окей, есть еще несколько интересных вопросов. Если бы предложили тебе двойной оклад, премиальный, ушел бы в Лигу Легенд играть? Думаю, нет, на самом деле. Ну, то есть, как бы деньги приятно, но я не тот человек, который сейчас себя чувствует, знаешь, недостатки. То есть мне на самом деле, я помню, когда зарплата у меня была, ну, там в районе $400, и я шел с девушкой, снимал квартиру в Минске, и нам хватало денег просто вот с головой, знаешь, типа мы и могли купить себе что-то и там покушать, заказать лишний раз, где-то сходить. То есть сейчас, очевидно, зарплата больше, но при этом я не чувствую, что, ну, знаешь, что-то поменялось. То есть, ну, окей. Окей, символ Virtus.pro — медведь, естественно, на логотипе. А какое животное больше ФНГ подходит? Ну, мне с детства за мной лиса идет. Ну, то есть лиса, наверное. Ну, как-то отражает твои какие-то внутренние качества или что-то еще? Может, я временами хитрый. Ну, это, знаешь, это как бы, это не я себе дал, это дали люди, которые были вокруг меня, так что... Ну, оказалось, что на самом деле подходит, в принципе, тебе по В характеру. принципе, да. Окей. Наверное, в принципе, будем заканчивать. Еще пару буквально вопросов. Если бы какую-то способность герой из Dota 2 мог себе взять, какая бы это была способность? Нет, точнее, телепортация Фуриона. То есть, очевидно, аналогия. Да, действительно, какой-то очевидный ответ. Многие именно отвечают именно так. Хорошо, а какая самая полезная была бы руна в реальной жизни? Ну, баунти, очевидно. Это и голда, и экспа. Ну, то есть, глупый вопрос, глупый ответ. Окей. Ну и что можешь сказать своим фанатам Virtus.pro? Пару слов буквально, может быть, что-то хотел бы пожелать? Спасибо, что за нас болеете. Желаю вам крепких нервов с тем, что происходит. Окей, спасибо тебе большое. Было приятно с тобой пообщаться. Всяческих успехов тебе. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, и будет больше видео и интервью. Увидимся на Эпицентре Москва. Пока.